приветствует предновогоднее видео без лишних слов. И сегодня я покажу вам 15 самых необычных, разнообразных способов выполнения дизайна «Змеиная кожа». При этом все варианты быстрые, легкие и необычные. Вариант номер 1. Перекрываю ноготь черной подложкой и сушу в лампе. Далее беру черную гель-краску. От гель-лака она отличается своей более густой консистенцией. Наношу на ноготь средне-тонким слоем. Не сушу. Далее, взяв дотс или подобный инструмент, по-мокрому провожу параллельные линии сверху вниз. Это делается легко и быстро, ведь ровными линии быть не должны. Такие же линии рисуем перпендикулярно. Периодически очищаю дотс от излишков краски. Обвожу каждый получившийся квадрат, при этом смягчаю углы. Выходить за контуры можно. За счет того, что гель-краска плотнее гель-лака, узор не растекается и держит форму. Пока ноготь сохнет в лампе 1 минуту, беру золотую втирку и втираю в ноготь. Моя гель-краска без липкого слоя, но если ваша с дисперсией, прежде чем втирать, клинсером снимите липкость. После перекрываю топом и давайте посмотрим, что получилось. Вариант номер 2. За основу беру гель-лак с эффектом кошачьего глаза. С помощью магнита делаю рассеянный блик. Беру декор, который называется чешуя дракона. Можно взять подобный. Выбираю подходящий под основу цвет. На ноготь средним слоем наношу густую базу и не сушу в лампе. Далее по-мокрому наношу декор. Чешуйки раскладываю как пазлы, чтобы не было пробелов. Таким образом заполняю весь ноготь и отправляю сушиться в лампу на 1 минуту. Вновь наношу базу с небольшим выравниванием, просто чтобы сгладить переходы между чешуйками. Лишнего объема это не сделает. После просушки перекрываю все глянцевым топом и смотрим на результат. Такой дизайн можно сделать в любом цвете, и смотреться это будет невероятно. Необычный вариант номер 3. Сейчас мне понадобится цыганская иголка или шпильки для шитья, что-то металлическое. И обычный магнит от кошачьего лака. На него устанавливаю это что-то металлическое. Для яркости делаю подложку черным гель-лаком. После просушки наношу гель-лак с эффектом кошачий глаз. Далее по-мокрому, сделанной приспособой, рисуем чешую змеи. Такие себе шестиугольники с вытянутыми по бокам острыми углами. С каждого острого угла стягиваю прямую линию в бок. За счет прицепленному к игле магниту получается выразительный узор. Отправляю сушиться в лампу. После остается перекрыть топом и смотрим на результат. Идеальный дизайн для тех, кто любит одновременно дерзко и сдержанно. Вариант номер 4. Сделаю его более ярким, хотя можно выбрать любой цвет. Цвет основу наношу на тонкую подложку, а уже после делаю укрепление материалом, которым вы работаете, гелем или базой. Делаю небольшое выравнивание и отправляю сушиться в лампу. После перекрываю ноготь топом без липкого слоя. Сушу в лампе. Теперь тем же салатовым гель-лаком рисую узор, просто по центру ряд пятен разного размера. А сбоку между ними еще пятна. И так заполняю весь ноготь. Беру прозрачную акриловую пудру мелкого помола. Можно взять любой блеск мелкого помола. Обильно посыпаю на невысушенный гель-лак. Даю 10-15 секунд, чтобы пудра впиталась, и отправляю сушиться в лампу на 2 минуты. А затем счищаю излишки пудры. Этот дизайн будет смотреться эффектно на матовом топе.
Носится такой дизайн идеально. А если вы его запачкали, просто потрите мыльной щеткой. О, как намаялась я с тобой, моя попытка номер 5. Черная подложка без липкости. И втирки изумрудная, медная и вишневая. Силиконовой кистью густо наношу втирку пятнами. Затем сухим пальчиком втираю сразу 3 цвета. Полученный результат закрепляем. Наношу топ без липкого слоя и не сушу в лампе. Заколачиваю пену. Я люблю использовать пену, где пузыри разного размера. Так эффект получается более реалистичный. Густо выкладываю ее на непросушенный топ. Причем делать нужно быстро, чтобы пена не успела растаять. Эту воздушную красоту отправляю сушиться в лампу на 1 минуту, а после, убрав остатки, можно сразу смотреть на готовый результат. За счет использования разных цветов втирки эффект невероятно реалистичный. В 6-м варианте цвет наносим на тонкую подложку базы и сушим в лампе. Также мне понадобится верхняя форма. Подбираю нужную по размеру, чтобы перекрывала всю поверхность ногтя. Следующий ингредиент – это густой гель, гель-желе или гель-суфле. Материал, который будет держать форму. И подойдет лишь прозрачный. На внутреннюю часть формы наношу средне-тонким слоем. Беру силиконовую кисть и по непросушенному гелю рисую узоры. При этом периодически очищаю кистью салфетку. Рисунок может быть любой, от снежинок до морозных узоров. Но так как видео сегодня тематически змеиное, будем рисовать всю ту же чешую змеи. Данный гель хорошо держит форму и не растекается. Кстати, он отличный в носке, поэтому ссылку я оставлю в описании под видео. Форму отправляю сушиться в лампу на 1 минуту. Беру прозрачные перламутровые втирки. На липкий слой геля кистью вбиваю пигмент. Теперь отчетливо видно рельеф узора, который нарисовали. Сверху наношу все тот же гель-желе средним слоем по всей поверхности. Устанавливаю на ноготь, плотно прижимаю и отправляю сушиться в лампу. Далее снимаю пластик и произвожу легкий опил. Перекрываю топом и смотрим на результат. И не забывайте, я показываю лишь технику, а каждый дизайн можно дополнить чем-то своим, индивидуальным. И прежде чем перейти к 7-му дизайну, это не реклама. Я поделюсь находкой, где можно получить бесплатные товары или товары по копеечной цене. Интернет-магазин Тему при первом входе дает скидку в 100%. То есть первый товар у вас абсолютно бесплатный. Я не верила, но получила. Теперь у меня есть разноцветная подсветка. Если бы знала, что это реально правда, заказала бы что-то подороже. А для следующих заказов действуют скидки до 90%. Понятно, что эта замануха действует, чтобы заказывали все больше и больше. Но за копейки грех не заказать. Я вам сделала запись экрана и просто посмотрите, какие там цены. Минимальный заказ всего $10. Доставка быстрая. Мне поприходила за 2-2,5 недели. А главный плюс, что на все товары доставка бесплатная. А если доставка задержалась, то вам дают компенсацию, деньги для следующего заказа. Ссылку на магазин я оставлю в описании под видео. Кстати, по моей ссылке вам приплюсуются еще и мои бонусы. Ну и вариант номер 7. Основа белым гель-лаком. Пока ноготь сохнет в лампе, беру белый гель-пластилин.
Заканчивается он у меня быстро, потому что это один из лучших пластилинов. Липкость с гель-лака не убираю. Расплющиваю и распределяю по всей поверхности ногтя. По краям гель свожу на нет. Также мне понадобится старая мочалка. Сетку аккуратно прикладываю к непросушенному гель-пластилину. Прижимаю, поправляю, если где-то что-то вылезло чрезмерно. И в таком положении отправляю сушиться в лампу на 1 минуту. Когда все высохло, снимаю сетку. Беру зеленую втирку, каплю топа и все тщательно перемешиваю. После смесь тонким слоем наношу на ноготь, забивая прожилки. И пока ноготь сохнет в лампе, можно взять витражный гель-лак, либо любой цветной, и смешать с каплей базы. Полупрозрачный цвет наношу на ноготь, выравнивая все неровности. Перекрыв ноготь топом, получаем глубокий эффект объемной чешуи. В 8-м варианте перекрываю ноготь любым подходящим фоновым цветом. Далее беру фольгу соответствующего цвета. Это фольга, которая перепечатывается на ноготь, поэтому также мне понадобится клей для фольги. На ноготь наношу средне-тонкий слой. Следуя инструкции, сушу в лампе 1 минуту. Важный момент сейчас – это сразу поднести корректно, правильно фольгу к ногтю, ведь поправить больше не получится. Плотно прижимаю к ногтю и растираю до тех пор, пока фольга не отделится от рисунка. Закрепляю все глянцевым топом. Смотрится шикарно. А можно перекрыть ноготь матовым топом, а капельками глянцевого топа выделить лишь рисунок чешуи. Вариант дизайна номер 9. Нарезаю плотный глянцевый целлофан, я не знаю, как это называется. У меня это был пакетик от силиконовых молдов. Хаотично нарезаю на кусочки разного размера. Основу делаю черным цветом. Перекрываю ноготь топом без липкого слоя. На мокрый невысушенный топ плотно друг к другу выкладываю нарезанные кусочки. Отправляю сушиться в лампу на 1 минуту. После снимаю весь этот целлофан. Отделяется он очень легко. Несмотря на то, что ноготь и так без липкости, я тщательно протираю его обезжиривателем. Для чего это делать? Да для того, чтобы следующий шаг прошел без запинок, а именно нанесение втирки. После клинсера пигмент втирается шикарно. Мягкой щеткой убираю остаточки. Закрепляю все матовым или глянцевым топом. Кстати, сейчас я покажу, как выглядят оба варианта. А ты напиши в комментариях, какой из них тебе нравится больше. Ну, вообще-то тут должен быть 10-й вариант, но мне уже было лень переименовывать. Цвет подложки беру красиво синий. А еще такой же красивый синий глиттер, и его я выкладываю по мокрому гель-лаку, после чего отправляю сушиться в лампу. Для большего блеска добавляю хлопья юкки. Еще беру бирюзово-лазурный цвет, наношу его на ноготь в некоторых местах, заходя на блесточки. Пока гель-лак фиксируется в лампе, беру фольгу.
Комкаю, сминаю и перепечатываю на липкость от гель-лака. Смешиваю черный гель-лак с каплей топа. Рисую на ногти неровные линии. Черной гель-краской добавляю более четкие узоры чешуи. Под узором чешуи я подразумеваю неровные кружочки разного размера. Закрываю это все матовым топом. Густым глянцевым топом оставляю каплю, выделяя чешую и проявляя блеск глиттера. Соответственно, здесь должен быть уже вариант 11, но так как я сбилась со счета, читаем, что написано. Итак, здесь вариант быстрого градиента. По центру наношу один цвет, по бокам зеленым. Далее сухой, чистой, широкой, плоской кистью смешиваю переход. Полным движением сверху вниз двигаюсь по стыку, периодически смещаясь то влево, то вправо. Пока ноготь сохнет в лампе, на палитре оставляю те же цвета. Уголками кисти набираю каждый из них. Вновь сглаживаю переход, причем сторона цвета на кисти должна соответствовать цвету на ногте. Таким образом получается очень плавный переход даже между двух контрастных цветов. Пока ноготь сохнет в лампе, на палитре смешиваем каплю жидкого топа с маленькой каплей черного гель-лака. Соотношение 1 к 3. Полупрозрачным черным цветом перекрываю весь ноготь, средним, не тонким слоем. Далее мне понадобится тот же жидкий топ. Его наношу на непросушенную подложку из полупрозрачного цвета. Оставляю объемные капли в шахматном порядке. Тем временем капли начинают растекаться и формируют узор. Делать это нужно быстро, чтобы капли расплылись, но не потеряли форму, превратившись в непонятную мазню. После просушки остается лишь закрепить топом и добавить свою изюминку. Глядя на ноготь, появляется лишь одна фраза – «Королевская чешуя». Следующий вариант. Подложка красная. К ней добавлю золотую паталь. Ее кусочки выкладываю на липкость гель-лака. Паталь очень мягкая и тонкая, она буквально тает на липкости. Тем же красным цветом перекрываю паталь в некоторых местах полупрозрачным слоем. Поверх добавляю еще немного золота. Так создается более глубокий эффект. Далее наношу базу с небольшим выравниванием. Следующий ингредиент – это пластина для стемпинга с кожным рисунком змеи. Специальная краска для перепечатки дизайна. Именно с ней получится стемпинг даже у тех, у кого он никогда не получался. Краска пигментированная, густая, не высыхает за 3 секунды, можно соваться долго, но при этом сохнет на воздухе. Нанесла, прошкребла, набрала, перенесла. Все готово. Сверху добавили топа и посмотрите, какой глубокий дизайн получился. Для следующего варианта я делаю черную подложку. Поверх добавлю такой же черный гель-лак со светоотражающим эффектом. Далее глянцевый топ без липкости. Его наношу с небольшим выравниванием. Пока ноготь сохнет, на палитру добавляю черный гель-лак.
Рисую пятна разного размера в шахматном порядке. В общем, все та же чешуя. Теперь весь ноготь можно просто перекрыть топом, а можно немного заморочиться и добавить топ лишь на пятна объемными каплями. Тогда дизайн получится объемный, рельефный и приятный на ощупь. Так он будет выглядеть при обычном освещении, но при правильном заломе света ноготь будет светиться невероятно эффектно. Next level – скотч и зубочистки. Ну а что еще нужно опытному мастеру для хорошего дизайна? Укладываю зубочистки в скотч. Можно сделать близко друг к другу, можно с отступом, можно взять 2, 3 или 4. Все зависит от количества желаемых линий. Ноготь сделала яркий, еще и со светоотражающим эффектом. И многими давно забытая гель-паутинка. Вот ты и пригодилась. Макаю приспособу и наматываю нити на ноготь. Получается ровный отступ и прямые линии. Добавляю нити еще и поперек. Сушим паутинку в лампе. Плюсом в нее я еще втерла серебряный пигмент. Теперь каждый ромбик по очереди заполняю серебряным гель-лаком с эффектом кошачьего глаза. Магнитом делаю блик и фиксирую в лампе буквально 10-15 секунд. То же самое делаю со следующим отсеком. Так, поочередно заполняю весь ноготь. Все это закрываю глянцевым топом. За основу для следующего дизайна беру любой цвет гель-лака с эффектом кошачьего глаза. В этом сезоне кошки вновь на пике популярности. С помощью магнита делаю рассеянный эффект, прикладывая магнит сначала справа, затем слева, снизу и сверху. Важным условием при создании эффекта – резко и быстро убирать магнит. Высушили и снимаю липкость с гель-лака. Черной гель-краской и тонкой кистью волосок создаю узор. Схему видите на экране. Взяв матовый топ, перекрываю ноготь и сушу в лампе. Оставить можно и так, а можно каплями глянцевого топа сделать изюминку, заполнить каждое пространство объемной каплей. Для того, чтобы топ не растекся в одну большую лужу, заполняйте промежутки через один с промежуточной просушкой в лампе. Это выглядит шикарно, просто огненная змея. И на финалочку еще один необычный вариант выполнения. Основа – белый гель-лак с липким слоем. Сушим 20 секунд. Чтобы осталась нужная липкость, главное гель-лак не пересушить, ведь липкость – это недосохший материал. Теперь беру неоновые пигменты. Кистью плотно вбиваю их в ноготь. Отправляю зафиксироваться пигменту в лампе на 10 секунд.
Перекрываю ноготь глянцевым топом. Черным гель-лаком по мокрому топу рисую неровный угол. А пока ноготь сохнет в лампе, беру аэропуффинг или обычный нарезанный спонж. Вновь сетка, либо гипюровый кусочек ткани, ну или кусок старой драной мочалки. Устанавливаю полотно на ноготь и плотно фиксирую биндером, плюс зажимаю пальчиками. Спонжик протаптываю плотной белой гель-краской с липким слоем и тапаю по ногтю. Важный момент – это не сдвинуть сетку. Сушу в лампе 15, максимум 20 секунд. И вновь вбиваю пигмент. Смахиваю остатки и перекрываю матовым топом. Смотрю, и прям на парселтанке хочется заговорить. Любителям Гарри Поттера привет! Надеюсь, мое видео было полезным и понравилось вам. Как бы это примитивно ни звучало, но ставьте лайки и комментируйте. Я с этого не заработаю, но мне очень приятно. Не переключайтесь, дальше больше. Услышимся в следующем видео. Пока-пока.